Мистер и миссис Смит были женаты 4 года, когда после долгих размышлений и накопления необходимых денег в течение нескольких лет они решили переехать из своего дома в столице Индии, Нью-Дели, со своим единственным сыном, Адамом, в штат Вирджиния. Там они купили небольшой домик в скромном районе и начали новую жизнь. Маленькому Адаму было всего 6 лет, когда они решили переехать в Ричмонд, и его родители верили, что он прекрасно адаптируется к новой жизни в качестве американского гражданина, и ему это почти удалось. Была только одна проблема. Адам был индийцем и не мог этого скрывать. У пары Смит возникла идея переехать в штат Вирджиния, потому что там была большая индийская община, которая, как и они, решила сделать ставку на свои мечты и начать строить лучшее будущее для своей семьи. С другой стороны, другие члены семьи Смит, двоюродные братья и дяди, уже ездили в другие страны с той же целью, хотя они решили начать с нуля в европейских городах, таких как Испания или Берлин, потому что там, по их мнению, их шансы на успех были выше, а риск потери чувства отверженности европейским обществом был гораздо ниже. И они были правы. Американская мечта только для американцев. Это ловушка. Послушай меня. Я старше и мудрее тебя. Не уезжай в Америку. Поезжай в Барселону со своими двоюродными братьями и сестрами. Там ты тоже можешь быть очень счастлив, рекомендовала мать Эмиля Смита, отца Адама, за несколько месяцев до того, как он отправился в свое американское приключение. Мэри Смит, жена и мать маленького Адама, также пыталась отговорить своего мужа от поездки на европейский континент вместо Америки, но все ее попытки были тщетны. Эмиль был убежден, что их планы осуществятся, и что у них с маленьким сыном будет хорошая жизнь в Соединенных Штатах. И так было некоторое время. К сожалению, вскоре он осознал, насколько трудной может быть жизнь в чужой стране и как жестокость может поселиться в сердцах людей. Первые месяцы жизни семьи Смит в Ричмонде прошли именно так, как они мечтали. У Эмиля и его жены была хорошая работа, которая позволяла им жить в достатке и растить сына без осложнений, в то время как маленький Адам пошел в государственную школу в центре города и быстро адаптировался к американскому языку и обычаям. Адам был необыкновенным ребенком, и его учителя очень быстро поняли это, что облегчило процесс адаптации ребенка и дало ему уверенность, в которой нуждается любой 6-летний ребенок, когда он идет в школу и начинает познавать мир. К сожалению, не все благосклонно отнеслись к появлению индийского ребенка, не говоря уже о том, чьи академические способности выделялись среди остальных детей. Ревность и уничижительные замечания в адрес Адама и его родителей не заставили себя долго ждать, заставив мальчика чувствовать себя отверженным в классе и на переменах, причиняя ему сильную боль и печаль. Понимая страдания своего сына, Эмиль и его жена решили уехать из города и поискать новое место, где их сын мог бы забыть о том, что произошло в той школе, и жить нормальной и счастливой жизнью. Мэри Смит была убеждена, что случившееся связано со школой, в которую она отдала своего сына. Поэтому они приняли радикальное решение переехать в более крупный город, где для Адама были бы лучшие возможности для получения образования. Мне очень жаль это говорить. Но если мы хотим, чтобы наш сын рос в окружении хороших людей, нам придется искать для него лучшую школу. А это значит, что нам придется вкладывать больше денег и забыть о бесплатном государственном образовании. Адам – особенный мальчик. У него невероятный ум и золотое сердце, способное осветить все вокруг. Если мы хотим быть ему хорошими родителями, мы должны поставить на него все и рискнуть, сказала Мэри своему мужу за несколько недель до того, как они приняли решение вернуться в город и отдать их сына в одну из самых престижных школ штата Вирджиния. Так случилось, что в возрасте 7 лет, пережив один из худших лет в своей жизни, Адам Смит и его семья переехали в Норфолк. Там они купили прекрасный дом в лучшем районе города и отдали своего 7-летнего сына в лучшую школу. «Все может стать только лучше, дорогая. Не теряй веры. Завтра Адам пойдет в лучшую школу штата,
Его будут окружать дети из хороших семей, а его учителя – представители элиты своей профессии. Ничто не может пойти не так. Мы поступили правильно, переехав сюда», – заверила миссис Смит своего мужа, увидев его обеспокоенное лицо за несколько дней до начала нового учебного года для сына. Но в жизни Смита снова произошел серьезный удар. И в ближайшие дни им и их сыну придется столкнуться с ужасным событием, которое заставит их принять важное решение, изменяющее их жизнь и жизни многих других людей. За день до начала занятий в школе мистер и миссис Смит встретились с директором и заместителем директора престижной школы, куда они решили записать Адама. Собеседование с семьей, особенно если ребенок, который будет зачислен, имеет такую выдающуюся успеваемость, как у сына Смита, это очень простой способ установить теплые отношения между обеими сторонами и лучше узнать место, где ребенок продолжит развиваться как студент и как человек. Для Смита собеседование прошло успешно, и это стало последним испытанием, в котором они нуждались, чтобы убедиться, что приняли правильное решение о зачислении Адама в этот учебный центр. Директор центра, миссис Амелия Гарретт, была очень счастлива, что в ее школе учится такой особенный ребенок, как Адам, и была очень мила с ними. Со своей стороны, заместитель директора центра Томас Лерой был добрым, хотя и немного более сдержанным, чем его коллега. Эмиль заметил это и подумал, что он просто застенчивый и замкнутый человек, ему не о чем беспокоиться, и это может поставить под угрозу счастье его маленького мальчика. Как же он ошибался? Адам будет здесь очень счастлив. Я уверен, что он быстро адаптируется к ритму занятий и что у него появится много друзей. Мы все позаботимся о том, чтобы ваш сын был хорошо принят и чувствовал себя комфортно в школе. «Вам не о чем беспокоиться, мистер и миссис Смит», — сказал он. Было что-то зловещее в том, как он сказал, что присмотрит за их сыном, но ни один из них не хотел придавать этому особого значения, и они сосредоточились на том, чтобы Адам чувствовал себя в безопасности и был готов к своему первому дню в новой школе и новом городе. Это были большие перемены, даже для такого особенного и умного ребенка, как Адам Смит. Когда ему было 7 лет, все учителя, которые встречались с ним, сходились во мнении, что его ждет светлое будущее и что при правильной помощи он сможет добиться всего, чего захочет. Но вот чего никто не знал, так это того, с чем этому ребенку придется столкнуться всего за несколько недель, пройдя путь от прекрасного приключения, полного положительных эмоций и волнения, до того, как он испытает худшее из унижений. Первый день Адама в школе прошел очень хорошо. Мальчик пришел домой из школы взволнованный и часами рассказывал родителям обо всем, что он сделал, и о новых друзьях, которых завел за этот день. Адам казался самым счастливым мальчиком на свете. Эмиль и его жена были очень рады видеть своего сына таким счастливым, и то, что они рискнули переехать в новый город и снова изменить его жизнь. «Ты видишь? Тебе не о чем беспокоиться, Эмиль. Наш сын счастлив. Школа – это решение всех наших проблем. Нет лучшего места для такого особенного человека, как Адам», сказала Мэри Смит своему мужу после того, как уложила их сына спать и приготовила ужин. Эмиль признал, что его жена была права в выборе школы, а он был слишком подозрителен, сомневаясь в школе и ее персонале. Невозможно было представить, что они обнаружат через несколько дней на том же самом месте. Первые несколько дней Адама в школе прошли нормально, или, по крайней мере, так казалось. Мальчик возвращался каждый день, все более взволнованный своей новой школой и всеми мероприятиями, которые происходили в его классах, что не позволяло думать о том, что с ним может случиться что-то плохое. Мистер и миссис Смит также начали чувствовать себя очень комфортно на своих рабочих местах и в соседнем сообществе, куда они переехали жить. Все шло по плану. Это было воплощением мечты, и Смит не хотели просыпаться. Но достаточно скоро они это сделают.
Первые признаки того, что происходит что-то странное, появились однажды ночью, через 2 недели после начала учебного года. Адам сидел за столом со своими родителями, и они собирались ужинать, как вдруг мальчик застыл, уставившись на тарелку с едой, которую подала ему мать, и отказался есть. «В чем дело, Адам? Ты не голоден?» – спросила его мать, обеспокоенная выражением лица сына. Адам по-прежнему молча смотрел в тарелку. Его отец подошел к нему и был поражен, увидев, что его сын дрожит. Казалось, он был в ужасе. «Что случилось, милый? Почему ты дрожишь? Что-то случилось в школе? У тебя болит живот?» – спросил встревоженный Эмиль, подходя к сыну, чтобы попытаться заставить его отреагировать, но Адам не ответил. Вместо этого он отшвырнул тарелку с едой, отчего она разбилась, упав на пол и усеяв его осколками стекла. Затем, со слезами на глазах, он отодвинул стул и побежал наверх, где через несколько секунд громко хлопнула дверь. Адам заперся в своей комнате. Мистер и миссис Смит были ошеломлены тем, что только что произошло. Их сын, самый нежный и общительный ребенок, которого они когда-либо знали, отказался разговаривать с ними и вел себя самым неподобающим образом. Он никогда раньше не делал ничего подобного, и это очень напугало их. Мать мальчика попыталась войти в комнату, а отец попытался поговорить с ним. Но Адам закричал на них и приказал оставить его в покое, потому что ему нужно отдохнуть. «Я не голоден. Дайте мне поспать», – закричал мальчик из глубины комнаты, отказываясь открыть дверь своим родителям. Может быть, ему просто нужно отдохнуть. Дети иногда так себя ведут. Не волнуйтесь так сильно. Он растет и за последние несколько месяцев претерпел много изменений. Давайте немного подождем. Завтра у него будет лучшее настроение, сказала миссис Смит своему мужу. В ту ночь они решили больше не настаивать и заснули бурными, но с надеждой, что завтра, когда они проснутся, их любимый сын снова сможет стать тем нежным и жизнерадостным ребенком, которым он всегда был. Но этого не произошло. Последующие дни были такими же или даже хуже, чем в ту ночь, и поведение Адама с каждым днем становилось все хуже. Его родители все больше беспокоились и не понимали, что могло быть причиной такого поведения их сына, поэтому они попытались найти ответ, отправившись в школу на встречу с заместителем директора, господином Лерой. Томас Лерой принял их в своем кабинете и был очень добр к ним, но отрицал какую-либо связь между недавним поведением Адама дома и в школе. По его словам, Адам был одним из лучших учеников, когда-либо учившихся в школе, и был очень счастлив среди своих одноклассников. Возможно, ему просто нужно немного побыть одному. Ему 7 лет, и Адам очень умный ребенок. Неудивительно, что ему нужно время на солнце, чтобы усвоить все, чему он учится, прокомментировал заместитель директора с легкой улыбкой. Эмиль Смит чувствовал, что заместитель директора был не совсем честен с ними, но он не мог объяснить, почему, и у него не было никаких доказательств того, что этот человек говорил ему неправду. Однако, вернувшись домой со своей женой, он почувствовал, что во взгляде этого элегантного и вежливого человека скрывается что-то очень темное и опасное, что-то, что может подвергнуть опасности его сына, и Бог знает, скольких других детей. Адам продолжал вести себя совершенно необычно, особенно когда дело касалось еды. Он со страхом смотрел на мамины тарелки с едой, и хотя было очевидно, что он голоден, он заставлял себя не есть и ел только вредную пищу и соки. С каждым днем мальчик, казалось, терял в весе, и, похоже, он плохо спал, потому что у него начали появляться темные круги под глазами. В конце концов, видя, что ситуация не улучшается и благополучие его сына начинает подвергаться опасности, Эмиль Смит решил самостоятельно разобраться в происходящем. Но он не собирался рассказывать об этом никому, даже своей жене. Отец Адама был убежден, что причина странного поведения его сына кроется в школе, и был полон решимости выяснить, в чем дело,
даже если для этого ему пришлось бы нарушить несколько правил. На следующий день Эмиль позавтракал со своей женой и надел свой обычный костюм, чтобы отправиться на работу. Затем, когда Адам попрощался с ними, садясь в школьный автобус, он сел в свою машину и помахал на прощание своей жене. Но в тот день Эмиль Смит не вышел на работу. Часом ранее, притворившись, что идет в туалет, он позвонил на работу и сказал, что в этот день чувствует себя плохо и будет работать дома. Но это тоже было неправдой. Единственной целью Эмиля в тот день было узнать, что происходит с его сыном и какая мрачная тайна скрывается за стенами престижной школы, в которой он учился. Как только его жена вернулась домой, Эмиль направился к школе проселочной дорогой. Он не хотел, чтобы его сын понял, что он следит за ним, и хотел следить за школой со стратегической точки, которая не привлекала бы слишком много внимания. Через несколько минут он увидел, как Адам выходит из автобуса в сопровождении своих одноклассников. Мальчик казался счастливым и оживленно болтал с другими детьми. Этот ребенок был совсем не похож на Адама, который каждый вечер отказывался разговаривать со своими родителями и не ел ничего из того, что ему предлагали родители. Эмиль подождал, пока все дети войдут в класс, прежде чем выйти из машины и заглянуть внутрь школы. Он решил сделать обход и заглянуть за одну из боковых стен. Оттуда он мог видеть, как дети сидят в классе и слушают учителя. Адам казался спокойным и с безмятежным выражением лица смотрел на своего учителя, делая пометки в своей книге. Казалось, ничто не указывало на то, что что-то или кто-то нарушает душевный покой его сына. Эмиль раздумывал, но не собирался так просто сдаваться и решил продолжить расследование. Все утро он прождал на территории школы, притворяясь, что работает в машине на своем ноутбуке, пока не пришло время обеда. Эмиль знал, что проблема Адама связана с едой, поэтому, что бы ни происходило, ему придется делать это во время обеда в школьной столовой. Мистер Смит знал, что родители не могут входить в эту часть школы без разрешения, но ему было все равно. Он собирался выяснить правду и помочь своему сыну, несмотря ни на что. Эмиль вошел в школу через боковой вход, предназначенный исключительно для учителей и обслуживающего персонала. Оказавшись внутри, он попытался притвориться нормальным и быстрым шагом, направился в один из туалетов на верхнем этаже, где прождал несколько минут, пока не услышал звонок, возвещающий о том, что пришло время обедать. Звуки беготни и разговоров сотен детей заполнили коридоры, и Эмиль понял, что пришло время покинуть свое укрытие. Не привлекая к себе особого внимания, он вышел из туалета и последовал за группой детей в столовую на другой стороне здания. Запах еды разносился по всему коридору, и среди толпы детей, выстроившихся в очередь, чтобы попасть в столовую, Эмиль увидел, как Адам берет в руки один из подносов. Приглядевшись, он заметил, что расслабленность, которая была у него несколько часов назад, исчезла. Теперь Адам был напряжен и испуганно озирался по сторонам. Казалось, он кого-то искал и очень крепко держал свой поднос с едой. Эмиль последовал за ним и сел в другом конце комнаты, чтобы сын не мог его видеть. Остальные дети посмотрели на него, не понимая, почему рядом с ними сидит взрослый, но никто из них не осмелился ничего ему сказать. Адам стоял в очереди за едой, и ему оставалось всего 2 очереди до того, как повар подаст ему тарелку. В меню на этот день было вкуснейшее блюдо из макаронных изделий – спагетти с фрикадельками и томатным соусом. Все дети с нетерпением ждали своей очереди отведать блюдо из макаронных изделий. Все, кроме Адама, который, казалось, становился все печальнее и печальнее. Эмиль смотрел на сына из-за стола, следя за каждой деталью, за каждым движением, но то, что ему предстояло узнать, оказалось гораздо серьезнее, чем он мог себе представить, и он потерял дар речи. Настала очередь Адама.
Мальчик, удрученный, встал перед поварихой и неохотно поднес ей свой поднос. Эмиль ожидал, что тарелка его сына будет наполнена спагетти и фрикадельками, но этого не произошло. Как только повар взяла тарелку Адама, за ее спиной появился заместитель директора школы Томас Лерой и протянул пластиковую коробку. Затем он прошептал ей что-то на ухо, отчего повариха удивленно посмотрела на него и ушел так же тихо, как и появился. Адам даже не поднял головы, чтобы посмотреть, что произошло. Казалось, мальчик уже знал, что произойдет дальше, и даже не хотел опускать взгляд на тарелку, чтобы посмотреть, что на ней лежит. Повар открыла пластиковую коробку и высыпала содержимое на пустую тарелку мальчика. Эмиль побледнел при виде того, что подали на стол его сыну, жареных червей и сверчков на горке подгоревшего риса. Эмиль почувствовал, как у него скрутило живот, и его охватил гнев. Вот почему его сын так странно вел себя в последние несколько недель. Вот почему он отказывался есть и, казалось, все время был грустным. Эмиль думал, что это проблема с его одноклассниками, но на самом деле это было нечто гораздо худшее. Это был случай проявления ненависти и расизма со стороны заместителя директора школы, причем на глазах у всех. Мистер Смит подбежал к сыну и выхватил у него из рук поднос с едой. Адам побледнел при виде отца, но затем разрыдался и крепко обнял его. «Прости меня, папа. Я не хотел быть таким. Я пытался поступить правильно. Я не знал, что делать. Мистер Лерой говорит, что еда – это то, что нужно таким людям, как я, но я этого не понимаю», – сказал мальчик, всхлипывая. «Ты не сделал ничего плохого, Адам. Ты больше не должен страдать. Теперь я с тобой, и я позабочусь обо всем. Больше никто и никогда не унизит тебя», – заверил сына Эмиль. Эмиль все сфотографировал, чтобы у него были доказательства обвинения заместителя директора в том, что он сделал, а затем позвонил в 911. Полчаса спустя двое полицейских увели в наручниках заместителя директора школы, обвиняемого в преступлениях на почве ненависти и расизма в отношении Адама Смита, и еще 3 детей, которые решили признаться. Повара столовой также подтвердили версию детей и объяснили, что заместитель директора заставлял их подавать специальную еду всем иностранным или цветным ученикам в школе, чтобы преподать им урок патриотизма и показать, кто здесь главный. Помощник директора пригрозил нам всем увольнением, если мы не будем делать то, что он нам сказал. Мы не хотели так поступать с детьми, но нам нужны деньги. У нас не было другого выбора, кроме как подчиниться. Со слезами на глазах призналась одна из поварих на допросе в полиции. Полиция провела длительное расследование, в ходе которого установила, что мистер Томас Лерой совершал аналогичные преступления на почве ненависти с тех пор, как поступил в школу около 3 лет назад. Все дети, которых он заставлял есть насекомых или подобную отвратительную пищу, были иностранцами, как и Адам. По его словам, наказать их таким образом было единственным способом заставить их понять свое место в мире. В конце концов, Лерой был признан виновным и немедленно заключен в тюрьму, в то время как директор школы и другие сотрудники были арестованы и вынуждены принять всевозможные меры безопасности, чтобы предотвратить повторение проявлений ненависти, подобных поведению заместителя директора. Семья Смит наконец-то смогла вздохнуть с облегчением, и Адам снова стал тем смеющимся, энергичным ребенком, каким был раньше. Кошмар закончился, и его американская мечта наконец-то начала сбываться. Если вам понравилась эта трогательная и удивительная история, мы приглашаем вас оставить комментарий, выражающий ваше мнение.